Сейчас я вам покажу из американских наблюдений. Я сейчас стою на парковке Икея. Вот передо мной сейчас увязывают ящики не на рейлинге, не на багажник, а вот видно, что ящики тяжелые просто на крышу. Я думаю, что это не запрещено, если ты как бы делаешь все безопасно и увязываешь все. Но они вот тоненькими какими-то веревочками пытаются обвязать по кругу и к рейлингу привязать. Но все это не удержится при резком торможении 100%. Икея в Сакраменто. Когда находишься внутри, выставочные залы и склад, в принципе, ничем не отличается. Полностью попадаешь сюда, как в Европу. Отличается вот кухня вверху. Ну, как отличается? Там очень скудненько, очень мало места, маленькая кухня, мало там кто кушает. Такие пустые полки, там один столик или пару столиков с кофе. В общем, не так модно это все представлено, как вот в польском, например, Икея было. Но, например, смотрите, парковка, вот эта крыша, это все солнечные батареи. Это прикольно, солнечные батареи заряжают, дают электричество, осветление. Вон, например, трасса. Если вы присмотритесь, вся обочина в мусоре. Ну, то есть, такие контрасты. Полностью мусор. Видите? Бумажки, пакеты, бутылки. Все усеяно, вся обочина. То есть, как будто ее никто не убирает. Мы продолжаем обустраивать свое жилье потихонечку. Докупаем мебель с Икеи. Икея внутри выглядит точно так же, как и в Польше, по крайней мере. Перед тем, как мы с вами распакуем вот эту курочку-гриль за $5 из магазина Costco, я хотел бы вам немножко рассказать вообще в целом про продукты, про супермаркеты, что в Америке на самом деле огромное количество товаров, ассортимента, разновидностей, которого я никогда не видел ни в каких других странах. Большинство магазинов это, конечно, обычно ты туда можешь ходить без всяких подписок и дополнительных карточек и условий. В этом видео хотел бы больше вам рассказать про магазин Costco, в котором мы сделали вот карточки недавно, вот и именные, они даже с фотографией выглядят вот так. Это membership, это как подписка на 1 год. И что она нам дает? Есть такая подписка за $60 на год, и можно получить 2 карточки на семью. Есть за $120 в год, но тогда ты имеешь кэшбэк 2% от всего, что ты покупаешь в магазине. И также можно пользоваться их заправочными станциями, на которых самый дешевый бензин. Вот для сравнения, на сегодняшний день, вот я сейчас поеду на заправку Costco, буду заправляться по $3.36. Это, напоминаю, в Калифорнии, здесь дороже бензин, чем даже в других штатах. $3.36, когда в других заправочных станциях на сегодняшний же день, перед этим я заправлялся $3.99, это я еще дешево, считается, нашел, $4.20, даже на некоторых до $4.50, а здесь $3.36, $3.50, на разных Costco тоже разные цены. Ребята, только что заправился на Costco, цена $3.36, вот для сравнения, Chevron, это, конечно, заправка такая подороже, но у них $4.39, если платишь картой, и $4.29, если платишь наличкой. Вот какая разница, посмотрите, на целый $1. Это огромная сумма. Вот у меня бак получается 15 галлонов. Разница $15. А всего я заправил сейчас на $50. А так было бы на 65, если бы я заправился на вот этой заправке. Кому интересно, на этой машине вот у меня 15 галлонов входит, и я проехал сейчас 365 миль. Я думаю, что можно еще даже немножко больше проехать. Это чисто вот город, постоянно светофоры, постоянно старт-стоп. По трассе, конечно же, это будет за 400 миль на 15 галлон. То есть это считается также достаточно экономная машина у меня. Где-то 27-30 майлов в городском режиме на галлон. Вот это такой неплохой результат. Для сравнения, всякие SUV-шки около 20 могут выехать на галлон, а то и меньше. А
приусы и тому подобные гибриды, то 45 и даже до 50 могут. То есть эта машинка такая средняя. Через год, в течение года она собирает себе кэшбэк 2%. То есть вот эти $120, они 100% окупятся и даже будет возврат, скорее всего. Те, кто постоянно этим пользуется, говорят, что у них кэшбэк в году до $500 доходит. А вообще может дойти даже до $1000. Хотел сказать, что в Америке голодным точно не будете. Даже если вы работаете, но хоть на любой работе, я вам честно скажу, у нас забиты полки, у нас некуда ложить продукты, некуда ложить еду. Сейчас я вам покажу. Это из Костка конкретно, вот такие всякие классные товары. К чаю, всякие кексы. Еще у них большой плюс, что у них, во-первых, многие товары дешевле, во-вторых, есть по 2, по 3, вот, сшиты, например, соуса. И цена, например, там $10 или $8 за 3 вот таких штуки. Вы представляете? Например, майонез, смотрите, вот какая большая банка. Там, например, бывает, что 2 майонеза в цене одной. Дальше вот всякие вот такие классные печеньки, кола, паки, пепси, вода. Например, 2 нутеллы там за 10 или 11 долларов больших. Соусы, вот еще разные. У них как бы большие паки. Здесь 30 штук вот таких десертов. Каждая запакована в отдельную пленку. В основном вот такие всякие пачки. Вот, пачка винограда, киви. Например, яйца. Вот мы взяли здесь 60 штук. Это тоже была хорошая цена. Вот такие какие-то соки. Например, вы смотрите, 2 пачки сыра тертого больших за $15. Вот они вот так идут вместе, видите? Блок таких йогуртов, знаете, маленьких, классных, 36 штук, вот ящичек берешь. Типа как заварные пироженки с холодным кремом. Вот. Потом вот было 2 сока, один мы сейчас уже взяли на стол, распаковали. Конечно, не все, может быть, продукты в Костко дешевле. Нужно знать, нужно ориентироваться, когда посещаешь разные магазины, уже примерно начинаешь понимать, где выгодное предложение, где хорошая цена, где не очень. Вот, поэтому, конечно, рекомендую походить по разным магазинам. Еще нам понравился Vinco Foods, Trader Joe's. Насчет еды в Америке, конечно, все очень хорошо. Все, кто здесь живет, все сыты, никто не жалуется, все довольны, все накормлены. Сытая Америка, реально благословенная, сытая Америка, сытая на еду. И не только на еду. Все, что вы не могли себе позволять в своих странах, допустим, все здесь можете себе позволить, по еде, любые соки, все что угодно. Давайте теперь распакуем вот эту курицу-гриль в Костко. Она стоит $5. Все рекомендовали и писали, что ее можно есть чуть ли не целую неделю. Такая она большая и вкусная. Реально тяжелая, килограмма, наверное, под 2 она весит. Немножко она поломалась. Выглядит аппетитно, немножко уже остыла. Отрежу ножку. Это, напоминаю еще раз, $5 стоит. В принципе, человек на 5 точно хватит, я думаю, поесть. Класс. Бомба. Вот, это вам дает возможность. Подписка, Костко, membership. Можно за $60 купить. И вы будете просто скупляться в любом магазине Костко по всей стране и пользоваться заправочными станциями. Либо $120 карточка, и тогда вы пользуетесь 2% кэшбэк на все товары в магазине, но не на заправку. На заправку кэшбэка нет. Реально вкусно. У них прям так много на прилавке лежит, они еле успевают их жарить. Там люди стоят, подходят, берут вот этот судочек, они выкладывают горячую на витрину. Еще много мифов и легенд ходит, что в Америке плохо питаются и так далее. Вы будете питаться ровно тем, что вы приготовите себе дома. Борщи, супы. Вот смотрите, у меня салатик. Иногда бывает мимозка, шуба. Все есть. Поэтому меньше нужно питаться фастфудами всякими и готовите себе дома
все то же самое, что вы готовите у себя дома, где бы вы ни жили. Я думаю, что я не потолстею, как вы можете наблюдать, на меня это не влияет вообще никак, никакая еда, я ем все, что хочу, сколько хочу, в любое время дня и ночи. И сейчас я, кстати, тоже не похудел. Если кто-то пишет, что как я похудал, то я не похудал. Вы просто меня раньше не видели со стороны. Я всегда себя снимал там по грудь. Плюс камера, она немножко расширяет лицо всегда. А вот когда меня со стороны снимают, тогда получается, что я выгляжу худым. Да я всегда таким и был. Вот, уже 15 лет я не меняюсь ни в росте, ни в весе. Могу даже с вами поспорить, что в Америке я тоже не поправлюсь. Час пик, пятница, вечер, вот 5 полос или 6. Смотрите, какое движение. Из наблюдений, значит, здесь не сильно любят уступать вам, если вы хотите куда-то вклиниться в какую-то полосу. Никто не благодарит аварийкой, тут вообще такого нет, я ни разу не видел, чтобы кто-то поблагодарил аварийкой. Так, только если где-то в частном секторе ты разъезжаешься, то там, конечно, взглядом, там рукой махнул, палец вверх показал, помахал, улыбнулся, такое, конечно, есть. Лос-Анджелес знак, Сан-Франциско знак. Прикольно. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях, дополнения. И до новых встреч. Пока.